Ну что ж, всем здрасте, господа. Собственно, вы на канале Game Genius с Need for Speed Pro Street ныне на ваших экранах, и я Павел меня зовут, собственно, по крайней мере, с утра так было, и надеюсь, сейчас осталось так. Видно ли меня, слышно ли игру? Давайте по звуку сразу с вами определимся. Контакт Twitch, YouTube и Good Game. Во всяком случае, трансляция уже должна пойти везде. Twitch идет. Вижу. Good Game идет, вижу. YouTube идет, вижу. И контакт тоже идет. Все у нас здорово. Здорово, Жень. Ну и отлично. Тогда прям с места в карьер. Начинаем, как, собственно, я и говорил на прошлом эфире. 8 числа у нас был Doom 3 Resurrection of Evil, по-моему, так он назывался. Вот. И Pro Street планировал, продолжаем, собственно, серию НФС по стриму каждой части. Ну, за исключением Карбона, потому что на стриме Карбона у меня там через час 20, что ли, интернет отключили. Короче, пришлось потом перестримливать. Ну, не без косяков, но ладно. Надеюсь, интернет сегодня позволит отстримить нормально. Так, я уже думал, не доживу до стрима, все норм. Ну отлично, все, тогда начинаем карьерку. Так, какая вот разница между начать и новая карьера? Давай все-таки новая карьера. При создании новой карьеры все несохраненные изменения в текущей карьере будут утрачены. А у меня нет текущей карьеры, так что давайте прямо сразу нахер. И ваше здоровье, господа. Как это было давно. Так, нормально все с изображением у нас с вами? Со звуком тоже все хорошо? Так, сейчас я у себя потише чуть-чуть сделаю. Так, слушайте, а он не по-русски, что ли, балаболит? Насколько я помню, тут комментатор был Фоменко. Да, вон он что-то это... По-нашему балаболит. Блять, вспомнить бы управление. Я перед стримом, ну, не сегодня, а вообще, как бы, перед тем, как что-то поставить на стрим, я это проверяю на работоспособность и на предмет того, как мои клешни будут себя чувствовать. И что-то я управление-то забыл уже. На стрелочке кататься или на ВАСД? Вот это вот очень такой вот деликатный вопросец. «2007 год». На секундочку. Верните мой 2007. Ну, вот он, собственно. К нам пришел. Это... Что это за девятка? О чем вступительный ролик? Я вот не могу понять. Это куча меняющихся кадров просто может вызвать эпилептический припадок у кого-нибудь, мне так кажется. Гвоздь программы. Так, ну это по-любому не наша, наверное, тачка-то. Мне ж такую кто доверит. Ух ты, ногами порулить решил, да? Рио Вандатор. Насколько я помню, тут, по-моему, тюнинга как такового нету, да, там просто какая-то тонкая настройка машины. Ну,
понятное дело, там всякие наклейки, хуейки лепить-то можно, вроде как. Вот. Это вам не андеграунд. Где там обвесы и прочие дела можно было вешать на машиночку. А здесь я вот, честно сказать, прям так сразу не могу утверждать, какой здесь тюнинг. Ну, чуть поиграем, посмотрим, как это будет выглядеть. Что-то перетирают друг с дружкой. Вандабе, а не Вандаты. Ну, пускай Ван этот. Короче, очень сложное слово для меня в любом случае. Проходил на 100% раз так 9, но я не проходил ее ни одного раза на 100%. Даже на 20%, я так думаю, тоже не проходил. Здесь есть тюнинг, кузова и прочее. Хорошо. Рио? Какой Рио? Так, короче, пробуем. Endless. Надпись на бампере. Так, что-то она очень херово поворачивает. Прямо вот вообще... А тут есть ручной тормоз? Можно мне воспользоваться им? Смотри, смотри, короче, мне игра еще показывает идеальную траекторию, только я все равно нихуя не туда поехал. Даже стрелка для дебилов вверху экрана, вот для таких, как я, просто поверни налево, пожалуйста. А я нет. Я направо, нахуй, поехал. Просто ориентация в пространстве. Это у нас что? Что это за машина? Это Nissan, да? Мне так кажется, какой-нибудь... Твою ж мать, что происходит? А рекорд круга я поставил, между прочим, 53 секунды. Ёбаный рот, это гопаши, блять. Ты что, сука, в край охуел? Ты вроде болела, а вчера бухать пошел. Как так ебать мой хуй? Страсти какие. Спасибо, во-первых. Во-вторых, ну, болеть-то болело, и просто меня утащили вчера вечером пить этот, как вот, джин. Ну, я не смог отказать себе в удовольствии, да? Чё-то, мне кажется, что-то, блядь, не то. Она так и должна выглядеть, эта игра. Просто мне кажется, она должна быть как-то поярче, нет? Либо я что-то не помню, либо хуй его знает, что с этой игрой. Ну, в любом случае, я первый еду. А у меня на заднице висит какой-то товарищ. Андатра, наверное. Вот это вот со своей расцветастой прекрасной машиной, да? А у меня есть нитро? Слушайте, а на какую клавишу нитро используется? Управление. Закись азота. Блять, ну заебись, а это русское Т или английское Т? А, нет, это все-таки русское Т. Это так же, как и в карбоне все ускоряется вокруг тебя, да? Сейчас давайте посмотрим, что с графикой, потому что я, блядь, не пойму сам. Сейчас проверим, господа. Я, честно сказать, я не залазил в настройки, вот, собственно, я как поставил, максимум, ну, разрешение поменял, и все. Вот, ну, давайте сейчас проверим, что за хуйня. Я просто сам, блядь, смотрю и думаю, что-то не то. Я эту игру как-то помнил совсем иначе. Джину не откажешь, пока не исполнит 3 желания. Пока дойдет до тумпа. Да. Сейчас проверим, сейчас все проверим. Сейчас все проверим, но мне кажется, придется еще игру перезапускать. Давайте, можно сразу настройки как-то
зайти, пожалуйста. Победа, ну, прекрасно, то, что победа. В 2007 году. Нет, Жень, мне кажется, тут дело, наверное, в настройках скорее. Вот, сейчас проверим, что там не то. Добро пожаловать на Battle Machine, без разницы. Это первые гонки, в которых вам предстоит участвовать. Если вы добьетесь успеха в них, вас пригласят на другие состязания. Чтобы начать гоночный уикенд, выберите логотип Battle Machine. Желаем удачи, спасибо. Так, ну у нас на данный момент интересует следующее. Нам надо настройки изображения, блядь, посмотреть. Разрешение, это понятно. Блять, вот оно, блять. Вертикалка нахуй не нужна. Вот оно, чё, блять, детализация трассы, нахуй. Все, блять, все просто тени мне не нужны. Эффекты трассы, что это такое, я не знаю, но пускай будет все на максимум. Вот оно, чё, блять. Повреждение, дым включить, блять. Максимум всего, блять, максимум. Оно сохранится, да, или нет? Сейчас посмотрим. Вот оно, чё, надо было, блять, все менять, нахуй. А я, блядь, я сразу в карьер, так сказать. Так, карта. Так, приз Цивик. Это мы уже прошли или нет? А что там в гараже? Занимаясь тюнингом, не пытайся улучшить все характеристики сразу. Твои соперники собирают отдельные машины. Фоменко, блядь, сука. Если хочешь все время гонять на одной и той же тачке, настраивай ее для каждого вида гонок. Я не умею, у меня очень большие проблемы с тонкой настройкой автомобилей. Я как-то, по-моему, в андеграунде пытался этим заняться в каком-то. Маленькой сглажен, ну, сейчас поставим побольше, какая разница. Я не знаю, просто тыкнул, блядь. Бля, он заебал, пизди. Давайте другое большое. Ну, вам в стриме в любом случае это никакого эффекта, так сказать, не даст очень большого, потому что имеет как бы место быть кодеки и прочие дела. Так, все у нас. Так, сглаживание. А все, а тут только X8 максимальная, блядь. Незатропная длиннее трилинейная. Все вроде выкрутил. Мне вот единственное, вы мне потом подскажите где-нибудь ВКонтакте или на Ютубе, или на Твиче. Ой, я на Твич тоже, я чат-то вижу. Хай, привет, на Твиче. Я ж, блядь, про него забыл. Вот, либо на Ютубе, либо ВКонтакте, там, я не знаю, напишите, если будет, типа, знаете, вот этот вот блюр, эффект искаженности пространства, вот, если он будет, вот, мне его нахуй тогда надо будет убрать. Вот, и в какой-то настройке нужно будет сделать. Вот. Сколько играл в эту игру и даже не знал, что там Фоменко озвучит, пока не сказал. Ну, блин, это да, это он. Так, давайте, ну, или в гараж потом заедем, наверное, да? Поедем это, короче, Цивик выигрывать, прям сразу нахуй. Все нормас вроде. Окей. Блин, я не хочу слушать его, Фоменку. Ход уикенда, звезды. Звезды, блядь, заезды. Грипп, заезд на время. Дрейк 1/4 мили. Дрейк 1/4 мили. Автомобили Гольф, Кобальт, настройка. Процесс игры. Мне нужно, наверное, ход уикенда. Нет. Заезды. А грипп это что такое? Грипп это круг, 2 круга получается, да? Заезд на время
тоже круг на время. Я так понимаю, это на выбывание, да, там? Или пока времени счет, что-нибудь типа такое. Ну, дрэг, само собой, разумеется. Ну, давайте, наверное, с драг-рейсинга начнем. И, а чё выбирать-то? Сраный кобальт грязный. Мне кажется, цивик-то половчее будет, не? Деньги 10 тысяч. А я вот даже не знаю, блять, у него ни характеристик, вообще ничего не показывается. Я знал, что игру кто-то озвучивает. Котай, пока тебя не станут прям сильно обгонять, и копи новую машину. Ага. Ну, на новую машину-то копить-то будем. Ну, давайте, короче, цивик возьмем. Мне кажется, кобальт... Блять, или кобальт. Это ж кобальт, он, это ж, получается, muscle car, да? Вот, мне кажется, он, наверное, для дрэга бы лучше бы подошел. Так вот, чисто логически, хотя хуй его знает. Может, у меня и с логикой какие-то могут быть проблемы. Грипп, наверное, как спринт процентовый. Нет, грипп тут, похоже, гриппа, блядь. Это круг. А вот это вот на время, похоже, наверное, этот... типа спринта, только на время. Ну, и только... Вау! И Давай только еще круг. раз. Паша, ну бля, а если я тебя через 4 года позову бухать, ты мне не откажешь? Хотя вряд ли. В России хотят принять закон о продаже алкоголя только лицам 21+. Это пиздец. А Колян себе 3-ю плойку нарыл. Почему именно через 4 года? Ну и ладно, в любом случае я не откажусь, блядь. Как старый алкаш, блядь. Кобальт Muscle Car, это же обычный хрик. Ну блин, я не знаю, мне просто по названию так, типа, это агрессивная такая хуйня, блядь. Ну да, в натуре это шевик обычный. Вот, и, в общем, к чему это я? Ну, Колян молодец, конечно, то, что 3-ю плойку нарыл, но лучше бы он нарыл 4-ю, на самом деле. А чё такое? А на какие кнопки? Ой! А как? А почему? Что я сделал не так? Пройдено 30%, и я уже просрал, блядь. Мне кажется, надо заново. Грипп — это кольцевой заезд. Да, мы уже разобрались тут. А можно как-то заново? Пожалуйста. Райан Купер — дно. Просто. Это я. На секундочку. На Кобальте СС. Алекс Хаттон. Ну, блядь. А можно заново? А, это раунд 2. Слушайте, а может мне... Может быть, мне имело смысл на джойстике, на геймпаде поиграть? Ой, идеальный старт. Прям вообще идеалити. А будет 3-й раунд? Ну да, цивик круче, похоже, этого кобальта. СС. Да, я понял то, что надо держать уже на зеленый. Да, спасибо, контакт, спасибо, YouTube. Так, теперь я выиграл. Райан Купер. 13 секунд. Рекорд, похоже, поставил. Удивительно прямо. Раунд 3 из 3. То есть мне достаточно, в принципе, выиграть 2 раунда, да, из 3. Я так понимаю. Ну, как это обычно вообще в играх происходит же, да? Слушайте, это прямо очень сложная игра.
Блять, я проебал, по-моему, все на свете, да? Приз за позицию первое место. Приз за аккуратность, нет повреждений. Приз за время. Я, по-моему, все, да? Надо заново начинать. А то прям... Я не увидел эту, как его... женщину вот эту вот с квадратной задницей. Так, давайте попробуем все-таки. Ну, следующий НФС я буду на геймпаде играть. Это сложнее, чем World of Tanks, да? Время дрэга 14 секунд. Все, да, вот, первый есть, короче. Не надо на геймпаде, это будет больно. А давайте проверим. Если он определит его, то попробуем. Сейчас, давайте, короче, геймпадик про это самое. Вот, я забыл включить этот, как его, Wi-Fi модулятор. Не определяет. Не хочет. Видимо, игра старая слишком. Ну, на секундочку напоминаю, 2007 год и беспроводной этот геймпад от этого, от Хуана, не хочет воспринимать. Ну, ладно, давайте на клавиатуре тогда. На клаве проще. Ну, понятное дело. Нитро на 2. Нитро я посмотрел на клавишу Т. Так, ну, я хуй знает, графику-то мы с вами все равно выкрутили, но что-то не то, блядь. Я не понимаю. Отличный прогрев. Так, я путаюсь. В андеграунде, короче, на А и Z, по-моему, клавиши переключали передач, да, вот вверх-вниз, типа, на верх и на Z, как бы, понижал соответственно. Вот, а здесь на Shift-Ctrl, вот, и вот это вот дело меня путает постоянно. Вот, я тыкаю на А, и в итоге проебываю иногда моменты. Да, привет. Привет вновь пришедшим к нам. Так, 2 из 3 уже есть. И сейчас буквально на секундочку у меня кошара ломится. Черный кот решил прийти, и я думаю, даже если я сейчас проиграю, ничего страшного не должно произойти. Четверть мили. Так, все, я сразу ручку положил на клавишу Shift. Райан Купер решил немножко позажигать. Блядь. Я отвлекся на эту женщину, и тут как-то надо смотреть, короче, за индикатором справа и за женщиной, которая подает знак типа вперед. Была бы онлайн старая игрушка. Ну, для онлайна есть вроде как NFS World. Не помню, играли мы или нет. Возможно, у меня даже там есть маг 80 уровня в NFS World. Вот. Поэтому, ну, хуй его знает, господа. Не помню, по-моему, все-таки когда-то давно, лет 7, наверное, или сколько? 6. Нет, наверное, лет 6, наверное, все-таки назад. Нет, не 6. Ну да.
Или да, или нет, или да. Да, скорее всего, лет 6. Ну, в любом случае, запись, если был стрим, значит, есть запись. Вот. Если есть запись, ее можно найти на канале или в группе ВКонтакте. Ссылочки под плеером, если что. Так, заезды. Так, первый. Давайте, наверное, грипп попробуем. И... нифига себе! Это тут даже так это работает. То есть для драгрейсинга одни машины, получается, тебе дают. Для круга другие машины. И для еще какой-нибудь хуйни еще какие-нибудь машины, да? Вот так вот все это дело происходит. Да, у гриппа есть множество разновидностей, но в итоге все они сводятся к скорости. В этих гонках всегда много участников, поэтому рисковать особенно на второй передаче спасает только нитро. хороший Ага. А у меня нитро-то, по-моему, вообще нету сейчас, на данный момент времени. Райан Купер. Я надеюсь, гольф-то вроде по управлению, по-моему, вообще в любых НФСах он был охуенен. Вот именно в своей управлении. Смотрите, одни гольфы, блядь, просто. Так, нитро на клавишу Т. Бля, почему машину так трясет? Можно убрать как-то эффекты машины или эффекты трассы? Я не знаю, что это такое. Нет, что-то с управлением все-таки у него не то. Блять, ебать ее канаёбит. И нитро восстанавливается, к слову. Бля, нихуя тут повреждаемость есть. Слушайте, а я могу машину ушатать? Просто вообще разгандонить в хламину? Как вы думаете? Делайте ваши ставки, господа. Я доеду до финиша вообще, блин. Живой. Потому что бочину я уже ушатал. Левую. И немножко правую. А сколько... хорошо, что 2 круга ехать. Блять. Нет, надо убирать этот эффект. Блять, трясется, я дезориентируюсь. Я не понимаю, куда мне поворачивать. Понять бы еще, как этот эффект называется. Так, ну, тормозить я вроде научился. И клавишей назад, и немножко помогаю себе клавишей и блядь, не энтером, этим, как его, спейсом, блядь, пробелом, вот, забыл слово. Так, нитро оставим на прямую, хотя там нету нихуя прямой. Куда он мне показывает направо? Вот так вот. Вот так вот это работает. Хотя, в принципе, пока побеждаем. Второй круг, и да, все, победа. Такое ощущение, что ты не играл ни разу в нее. Нет, пару раз играл в далеком 7-м, наверное, году, вот и все. Еще ремонтировать придется, если ушатаешь, причем стоишь. Доеду, я же доехал уже. Все хорошо. Можно и перевернуться. О как. Прямо. Гениальная игра. И сложная. Так, минус 17, что легкие повреждения. Нет, там у меня далеко не легкие повреждения. Значит, сейчас, наверное, ремонтировать придется. нет, ее уже починили. Так, 19-200 очков это максимум до короны, да, надо? Ход уикенда. Очков лидерства 5000, текущий результат 13. А надо 19, да, я так понимаю? Ну я почти набрал уже. Так, нет. Стоп, блять, заезды. Грипп победили, один дрэг победили. Давайте еще один дрэг тогда. Кобальт или Цивик? Кобальт или Цивик? Тут даже, сука, характеристик нет нихуя. Ну давайте, раз на Цивике победили, давайте еще раз на нем покатаем. Бочком, да. Ну, сейчас бы 9 сюда завести, да, какую-нибудь. Или 6, да, заниженную, блядь.
Так, что там на Твиче? Когда Алекс выпустит новую серию по Люциусу? Привет. Ну, я так понимаю, наверное, Алекс выпустит новую серию по Люциусу тогда же, когда и будет Ктулху. Как бы тут без вариантов, ну, сам понимаешь. Так, вперед. Это Харек донатит 1 и 2 донат тоже мои. Потому что мне 14, и если ты пойдешь бухать со школьником, то бы пизда. Да и я не хочу здоровье портить. А ты как сам? А как там котики? И когда канал начнешь раскручивать? Нет, ты просто пойми меня, стрим Райс в 3 месяцах это пизда сосина. Блять. Ну, окей, ладно, не хочется заспаивания, это точно. Так, походу я проебал первый рейс, первую гонку. Так, сейчас отвечу. Так, ладно, одну... Мне кажется, я уже насасываю. Мне надо машину менять. Срочно. А в дрэге есть закись? Безоговорочный факт? Ну да. Это точно. Вот, и, господа, знаете, я тут, короче, подумал... нас же уже на этом канале, на текущем, за 1000, да, перевалил уже. Вот. И мы, в принципе, можем пойти захватить какой-нибудь Ватикан. Или один из маленьких островов, принадлежащий Британии. Там вообще 50 человек живет, я гуглил. Как бы организовать свое маленькое государство с культом личности Кокоси. А почему нет? Как вы на это смотрите, ребят? Напишите, пожалуйста, в чате. Ну, в любом, я все чаты вижу. Сбоку зеленым горит баллон. Даже так. Ну, блядь, я не обращаю внимания, мне еще бухать надо, это, ну, как бы параллельно смотреть на чат и играть в этот НФС и пить яблочный сок. Ну, назовем опять это так. А ваше здоровье, господа. Только захватить маленькую страну. Ну или можно город какой-нибудь, не знаю, пойти захватить, ну, и там организовать. Так, поздравляем, мы стали лидером уикенда. Выберите награду. Вот, блять, мне 10 000 бабок дали. Выберите призовой автомобиль. А вот тут, мне кажется, все-таки Кобальт будет лучше. Хотя у аэродинамика есть у Цивика. Ребят, подскажите, чё лучше? Вот так вот, по моим ощущениям, наверное, все-таки Кобальт, ну, Шева, покруче будет. Кокосовая империя? Что лучше, да? Honda Civic или Chevrolet Cobalt SS? Как вы думаете? Правда, сколько из 1000 плюс будет реально готов на такое, я думаю, немного. Ну, да, мне кажется, на государственный переворот, конечно, нас не хватит. Продай потом. Ага, ну давайте тогда, наверное. Кобальт, бери Кобальт. Лучше, по ходу дела, Цивика. Бери Кобальта.
Ладно, так, а на Твиче Кобальт лучше. Так, ну, контакты, большинство ВКонтакте активных в чате, вот, и человек вот на Твиче еще у нас есть. Вот. Все за Кобальта, ну давайте Кобальт. Кобальт и Кобальт. Выбрали сами, все честно. Тут... во, нихуя. Все, давайте теперь в гараж перейдем и посмотрим, что с этим дерьмом можно сделать. Вот у нас есть Nissan 240SX и Кобальт. Ну, Nissan вообще дерьмище. Так, он под дрэк настроен, а Nissan под грип. Как его, блять, забыл слово, модифицировать? Что с ним можно сделать? Как на него там обвесы, я не знаю, что-нибудь с ним сделать вообще можно, нет? Так, Battle Machine, Чикагский аэродром, давайте на него. Неплохая тачка, надеюсь, ты ее не разобьешь. Страховать тебя никто не будет. Японцы, кроме Соники, ничего не делают путевого. Здесь представлены все виды гонок. Для каждого вида ты можешь выбрать свою тачку. Но будь внимателен. Ой, на этом какого? На Твиче тоже Найтбот активизировался. Обалдеть, я уж там забыл про него. Call of Duty 2 очень топовая игра в плане реализма, графики и гонок. Я играл в первый грид. По-моему, в первый, да, я на компе играл. В этот, как его... и во второй играл. Во второй грид я, по-моему, на третьей плойке играл. Вот. Ну, я в него вообще не смог, вот, прям честно скажу. На компе еще вроде как-то... Ну, на поворотах, конечно... На поворотах, конечно, я там чудил. Вот. Даже от перегрузок у меня там пилот умудрялся подохнуть. Так, у меня только Nissan. И для этого Кобальт. И все, да? Больше у меня ничего нет. А у меня там 30 тысяч этих монеток есть, да? Так, деньги 30 400. 5 починок, 5 чего-то еще. Ремонт автомобилей, настройка сохранения. Но тут я ничего не смогу уже сделать. Грип-класс. Что значит грип-класс? Грип-класс это как? Типа машины все одинаковые, там примерно одинаковые, там одного уровня или чего-то там еще. Как, блять, это работает? Дрэк, заезд на время, заезд на... Ну, давайте с гриппа прям сразу начнем, да? Выбрать новую конфигурацию. Ну, это мы уже потом, после гонок. Вот, и, собственно, возвращаясь к гриду, вот, который я на плойке пробовал играть. Вот, у меня что-то на геймпаде прям вообще, ну, никак не получилось. Да, привет пришедшим на ютубе, привет. Ну, ладно, слишком сложно. Зрители маловат. Ну, основная часть ВКонтакте у нас сидит. Я, кстати, еще не смотрел. Сейчас перекурчик будет. Надо посмотреть, сколько там уже просмотров у нас в ВКонтакте набралось. Вот. В любом случае, спасибо. Так, и несмотря на то, что вот этот самый Nissan по характеристикам просто лютое говно, чё-то прям решает так. Прям как стоячих всех обогнал. Вот. Ну, и схему вообще гонок, схему управления я выбрал среднюю, то есть там, по-моему, новичок, гонщик и кто-то еще. Вот я прям посерединочке поставил, потому что вот
Последнее время я играю вот только на среднем уровне сложности, вот говоря, во все игры, блядь. Вот. И сейчас я насосу, наверное. А, нет, еще не насосу. Нитро. А вот сейчас я очень могу въебаться в стену. Не, все-таки с этой игрой что-то не так. В плане стабилизации, да, вот в плане управления самого машины ни хера вообще не поворачивает. То есть я пытаюсь как-то повернуть, и у меня это вообще не получается. Почему так, я не знаю. Вот и боты там вхуячиваются в стену. Я пытаюсь как-то помогать себе тормозом. Ну, как и стрелочки назад, так и ручным тормозом я себе пытаюсь помогать. Вот, но не всегда это получается. Почему так? Зачем так? Для кого так? Вот это вот я просто не могу понять. И мне кажется, они тоже ускоряются вместе со мной. А будет нитро еще раз? А, нет, тут все-таки оно конечное. Так, я не знаю, Максим у нас здесь, нет? Ну, ладно, я пока за него поработаю, если что. Поудаляю. Могу еще забанить. У меня это тоже хорошо получается. Потому что никаких ссылок нам не нужно. Одного класса? А, я понял. Я понял. Тяжелое управление. Да, вот я об этом, собственно, и говорил. То, что да, управление что-то пиздец. Я тоже могу перейти в ВК, если тебе станет удобнее читать, это один. Ну, да, если Догман, если тебе будет тоже удобно, то переходи в ВК. Мне в одном месте мне все-таки будет, да, поудобнее читать. Так, грипп прошли. Так, давайте теперь дрэк Cobalt SS. Давайте пробовать. Просто водитель, персонаж старик, руки уже не те, не может быстро рулить, крутить его, вот и получается, что он еле поворачивает. Кстати, не исключено. Улучшаю управление в магазе. А, ну сейчас вернемся так, после вот этого уикенда, скажем так. После уикенда вернемся, ну, в меню, в магазин, там, короче, посмотрим, что мы можем вообще сделать. С бабками вот этими, грубо говоря, заработанными, или не знаю, с чем там. Может быть, тут и перки какие-то есть? Сцепление с трассы. А, вот оно как. То есть я себе зарабатываю сцепление с трассой и могу насосать. Потому что надо было, наверное, все-таки Цивика брать. Но немножко бы я быстрее оказался. Там игра настолько легкая, что можно просто нажимать на газ, и она будет помогать. А, это если поставить уровень новичок, то она, да, игра будет помогать. А я-то средний уровень поставил. Ну, конечно, на самом лютом я не рискнул, потому что не для меня, я, блядь, в первом же повороте расхуячу машину. Болеешь за Россию, 0-0 со Швецией. Ну, как видишь, у меня на заднем плане футбол даже не включен. И пока не очень хочется. Я, к слову, даже не знал, что они сегодня там играют. Все, я насосал. Я отвлекся на эту сраную шкалу. Фантик Куку. Да, привет. Ульт как оси. Это гениально. А когда Чалов Дуте? Или Камрик? Или Ведьмак 1? И что у тебя под шляпой? Мой вариант, там сидит кокос, который управляет роботелом Паши.
Короче, это последний донат, я просто не знаю, что еще написать. Хорошо, что уже кончилось место для письма. Мне повезло. Ужас какой. Да планирую там вот после... там Red Dead Revolver, Dante's Inferno запланирован, Broforce запланирован, Dark Souls Remaster запланирован, что-то еще запланировано. Ведьмака я тоже в конечном счете планирую допройти, и так же как и первый Dragon Age я тоже планирую допройти, покуда начали, надо. Вот. Под шляпой, не знаю, какой себе с Анфисой смотрит. Они все втроем сзади, а под шляпой волосы. Как бы. Все, никаких секретов. Так. Может, водитель тоже подбухивает, вот и крутит не вовремя. Алкаш алкаша, как бы, да? Не забывай о драге про Нитро. Натуре. Я про него забыл. Даже по харду будет просто, ну не знаю. Будет ли просто по харду? Мне кажется... Нет. Показать меню. Так, стрим уже час, по-моему, идет, да? Собственно, можно, наверное, перекур делать уже. Что-то Фоменко там бубнится. Так, грипп прошли. А почему второй? Я же 2 из 3 выиграл. Как бы, что за дела? Почему второй? Ваш рекорд 400, а 7000. Хуяся. Нет, блять, его ж чинить надо теперь. Господи, боже мой. Повреждения. А у меня же деньги-то кончаются. И вот эта вот дрянь X4 было X5. Я не знаю, что это, но оно кончается. Похоже, это попытки ремонта. Ход уикенда. Очков до победы 3000. 3000 очка до победы мне не хватает, да? Или до чего? Текущий результат 10 тысяч. Нужно... получается 13 тысяч до победы, 14, да? И 18 тысяч вообще до абсолютного лидерства. Странная хуйня. Странный расчет. Я не понимаю немножко, как вообще игра. Рассчитывает все это дело. Даже так, второе место по драгу нет, там было второе место, у тебя написано. Ну, я говорю, на драге второе место, первое на гриппе. Почему? Я не знаю, вроде на драге было выиграно 2 заезда из 3. Почему, блядь, второе место? По сути, как бы победы преобладают же, да? Группа А. Что это? Бля, пиздец. Что это за машина смерти? Адская колесница. Так, ну, играть я не знаю, сколько мы с вами. Ну, может быть, еще минут 40, может быть, час. Ну, все зависит от вас, от активности в чате, собственно. Я всегда на это... смотрел, вот, скажем так, вот. Если достаточно активности, там, ну, на любой платформе, там, будь то YouTube, Контакт, Twitch или Good Game, вот, я продолжаю. Вот, ну а пока мы на первом месте, идет текущий первый круг из 2. И что-то прямо какая-то... Сука, рукожоп, блядь.
использовал одно нитро, осталось одно. А интересно, знающие люди, пожалуйста, напишите, во время гонки оно как-то может восстановиться или нет? Так, мне нужна прямая дорога, чтобы гнать. Может быть, тут есть пит-стоп? Блять, опять это колесница. Капсула смерти, бля. Может быть, тут есть пит-стоп, я как-то смогу починиться. Все, мне кажется, я просто проебал. Все на свете, я потерял капот. Тут можно как-то сократить, нет? Бля, не, я думал, он подождет меня на финише, нихуя, он уже за полкарты умотал. Нитро не работает, нитро закончилось. Так, нужно... Спасибо, он меня выровнял. Я в стену летел. Подобные гонки следующие, мне кажется, были Shift, да, Need for Speed Shift и Shift 2 Unleashed. Вот. И остальные вроде как там в Street Racing опять уходили, а не в сторону официальных гонок. Вот, а по порядку, да, что у нас там с вами, по-моему, после Pro Street 2007, да, либо 2007, 2008, что ж там было-то, либо этот Hot Pursuit, но он, по-моему, он в 2010 вышел, а до него я, кстати, не помню, выходило что-нибудь. Вот сейчас вот Максиму там в чате не хватает, он знает. Вот. Кстати, странно, где он? Может быть, его выкупили? А то тут одно время на Ютубе человек интересовался, сколько стоит модератор. Вот. Я спросил у Максима, конечно, сколько он стоит. Вот. Но... Хуй знает, возможно, его купили в рабство. Странная часть NFS. FS Undercover мне больше понравился. Ну, Undercover, да, в принципе, как бы ее не засирали, да, в какой-то... Как бы это... В какой-то степени она, в принципе, очень даже годная. Вот, мне, в принципе, она тоже так понравилась. Рестарт. Ну, продолжим, зарестартим потом. В шифтах были полоски зеленые. Ну, да, наверное. Я не помню, просто были там вот эти полоски или не было их. Вот, но... Так, выберем награду. Там, поздравляем, вы выиграли деталь двигатель уровень 2 для Cobalt SS. Сука. Вы победили в гоночном уикенде. Продолжить заезды, чтобы достичь лидерства и получить большую награду. Или выйти на карту карьеры, чтобы принять участие в других уикендах. Нет, продолжим. Нам же прямо лидерство нужно, да? Так, а почему я на ютубе под другим аккаунтом? Под старым каналом? Странно. Наверное, потому что 8 числа это самое Doom был на старом канале, на Сергея, на СГшном. Так, ребят, стрим час идет. Давайте сделаем перерыв, наверное, ну, буквально на 3 минутки. Вот, и продолжим этот уикенд, потому что, ну, нужно немножко просто прерваться. Драгонаги пройти он хочет. Ебать ты шутник. Ты сталкер пройти не можешь. Хотя пиздец как сильно летишь и проебываешь атмосферу. А тут такой мастодонт. Астича. Ну-то есть, цитирую, хуй не лопухая когда. Я забыл, как игра называется, но там классная музыка.
Классная музыка, я не знаю. Блин, кстати, да, про Сталкера ты точно, мне его тоже надо пройти. Я и говорил на том стриме по Думу, то, что я там вне эфира собираюсь пройти то место какими-то неведомыми способами, молитвами Бахусу, Кокосе и прочим богам. Вот. И на стриме все-таки надо первую часть Сталкера пройти, но это будет потом. Вот, пока я, ну, вот прямо вот в ближайшее, вот самое ближайшее время Сталкера я не планирую. Ну, а Ведьмак вполне себе. Да пройду я все это дело, не надо негодовать. Короче, 3 минуты, ребят, перекур и перерыв. И продолжим. Все, не расходимся. Ну, просто кто чай, кто кофе, кто за виски, кто за пиво, кто за чем. Все, 3 минуты и продолжим. Так, господа, все, перерыв окончен, по крайней мере мой, я надеюсь, все успели, да, все сделать. Ну, блядь, у меня творческий беспорядок, так сказать, холостяцкий бардак. Улучшать надо до 3-4, так. Пум. Постепенно все пройдется. Ничто не забыто, все вернется к редостриму. Да, все вернется, все пройдем, все покажем. Так, и показать меню. Отсюда, я так понимаю, в этот, как в магазин никак зайти не получится, да?
хорошему человеку и офигенному стримеру. Спасибо. Спасибо большое за поддержку и за теплые слова. Ценю. Спасибо. Так. Заезды и, наверное, чем мы с вами выберем-то? Давайте переиграем дрэк. Вот. Кобальт СС, а его, наверное, здесь и не настроить, наверное, иначе. Хотя, черт его знает, надо было подразобраться. Выйти надо, я понял. Все, пока, доброй ночи. Да, пока. Спасибо, что зашел, Альберт. Приходите еще. Вот, я, правда, не знаю, когда. Ну, на днях, может быть, будет стрим. В любом случае, в группе все будет. И можно, в принципе, подписаться на канал, там, вступить в группу ВКонтакте. Все ссылочки под плеером. Вам 2 клика, а нам приятно. Хороший прогрев. Так, все, надо заново начинать. Я отвлекся и просрал все на свете. Раунд первый. И, кстати, бля, нихуя у него аудюха, Властелин колец. Я, кстати, тоже подумываю Властелином колец стать, но только не в игре, а, ну, как бы в жизни, да, какой-нибудь аудюху. Правда, не знаю еще пока какую. Вот, но так вот периодически присматриваю, смотрю рынок. Все, первый раунд за нами. И да, вот, кстати, по поводу, что там будет дальше на канале. Завтра нарезка по Call of Duty плюс United Offensive. Я об этом уже говорил на 8 числа. Вот, я ее планировал в понедельник выложить, но... Или во вторник. Не, вчера я ее планировал выложить, но вчера меня утащили пить джин. Блять, плохо. Где баллон? Где баллон? Во, все. Слушайте, офигенная вещь. Не отвлекайся, я стараюсь. Про косплей подумал. Почему про косплей? Ну так вот, будет нарезка по Call of Duty. Я ее вчера, да, планировал выпустить. Повторяться не буду. Вот, залью я ее завтра. Где-то, наверное, ближе к вечеру. Вот, стрима, наверное, завтра, скорее всего, не будет. Хотя я посмотрю, подумаю, как там по времени будет. И вообще, выпишет меня товарищ терапевт с больничного или не выпишет, я пока вот не могу сказать. Вот, завтра будет видно. Вот, и исходя, наверное, уже из этого буду как бы плясать. Теперь я спокоен, что ты использовал Нитро. Да, я о нем вспомнил. Не передерживай газ, долго может бахнуть. Вон оно как. Я даже не знал, то, что такое тут вообще возможно. То, что машина сможет аннигилироваться там, да, сама. Так, что там, Twitch? Йоу, кто тут? На Твиче, Макс, я не знаю, кто там на Твиче остался. Я попросил... Там просто сами предложили в контакт перейти, ну и я тоже попросил, чтобы кто может в контакт переходили, потому что в одном месте, в принципе, все удобнее читается, чем вот на разных платформах. Так, заезды. Первый в гриппе, первый грипп-класс, в дрейге первый. Осталось два заезда на время. И 240 SX. Вы собираетесь продолжить? Не. Бля, я всю морду. А почему, знаете,
меня вот эта вот хуйня удивляет. Почему он мне сразу не предлагает починить машину? Вот, почему я должен возвращаться обратно, да? Чинить ее. Вот. И опять возвращаться к заезду на время и, собственно, уже потом выходить на гонку. Вот это неудобно. Как бы с игровой точки зрения слишком много манипуляций приходится совершать. Ой! А как это? А почему это? Я думал, сейчас это со старта будет все это дело так же, как обычно, то есть сначала там разогреваешься, да, а потом уже выходишь в гонку. А тут прям сразу тебя запускает. Раз машина, два машина, три машина, и ты уже такой на низком старте должен быть. А что с Максом? Его выкупили в анальное рабство. Печально. Ты аккуратней там, а то сам попадешь в анальное рабство Ютуба. И все, и пизда. А чуть не забыл, я начал писать книгу. Как думаешь, нормально писать книгу в 14 лет? Ну, что с Максом, я не знаю. Его не видно сегодня, так что я подозреваю. Вот, и с учетом того, что, да, вот как-то спрашивали, сколько он стоит. Вот. Я не исключаю. Вот, ну, меня Ютубу не забрать, как бы, в рабство. Вот, Ютуб пока нам ничего не предлагает. YouTube не предлагает даже рекламу пока вставлять. Вот. Не говоря уже о ВКонтакте. Хотя я техподдержку ВКонтакта очень уже донимаю много времени по этому поводу. Вот. А насчет книги, ну, почему нет? Как бы пробы пиратом, да, так вот скажем. Пробуй, пиши, как бы, не знаю, дашь почитать. Сейчас, я думаю, проблемы вообще никакой нет, там, допустим, да, вот там в бумажные варианты сделать ее. То есть можешь прислать нам. Подожди, а как это? Как я его обогнал? Я же видел то, что он первый ушел. Либо он куда-то вкорячился, что-то я прям вообще не пойму. И либо это по времени как-то учитывается. Что-то вообще прям не пойму. Два варианта ремонта за деньги и жетоны. Ага, о как. А, это типа как в этом, в Most Wanted, да, 2005 года, типа за жетоны там откупиться, по-моему, можно, да, от этих от мусоров. Потому что в 2007 не думали, что удобно, а что нет, туда-сюда возвращаться. Вот, Максим пришел, а мы думали, мы тебя потеряли совсем. Короче. Главное, чтобы не мемуаров что-то несли. Тройной понятно. С машиной, роутером и компом. Тройничок у нас Максим замутил. Отлично. AC/DC. Блин, ну главное, чтобы YouTube потом меня не наказал, собственно, за это AC/DC. А то как водится на Need for Speed, просто так и летят жалобы от эти, ну, я имею в виду авторские права, все такое. Вот, ну, ладно, в принципе, ничего страшного. Что за говно игра? Ну, блин, господа, как бы все написано в названии, достаточно просто под плеер опустить глазки. Вот, и все написано. Need for Speed Pro Street. Это не помню уже какой по счету мы стримим. Ремонт автомобиля. Вот, но опять же повторюсь,
будут все НФС, вот начиная с первого андеграунда и там по конец. Андеграунд первый был, андеграунд второй был, Most Wanted был, Карбон был. Вот сейчас про стрит, дальше я не знаю. Вот, кстати, у Максима я хотел спросить, что там дальше, во что я дальше буду играть после вот этого про стрита, что там. Не Hot Pursuit, это точно. Возможно, андекавер там. Возможно, не андекавер. Я не помню, честно. Так, привет, да, привет, Эрика. С возвращением, давно не видел. Так. Я тут между чатиками пока переключаюсь, смотрю, что там. Так, и последняя гонка. Все, я теперь научился. Первый пошел, второй пошел, третий, и я как уж повелось, да, в самый последний, в самом конце. Я так понимаю, все-таки на время круга, и неважно, какой я там поехал, первый или 10-й, вот, важно само время. Ну, попытаемся что-то сделать. Так, тихо. Блин, ну, управляемость вообще никакущая. Вот я не знаю, вот что с этим делать, хотя вроде в чате советовали там что-то где-то в магазине докупать. Но я так понимаю, это типа детали, да, какую-нибудь трансмиссию, там шины, что-нибудь в этом духе, да? Филипп Дуглас удерживает рекорд. Не, нихера, три круга ехать, нихера, надо зарешать. Так, пока нитро в горячем, я проскочу здесь, проскочу. И... Блядь, а зачем он тормозит? Минус 2 секунды, то есть пока мы впереди, пока еще все получается. Так, это прямая, нет? Не, нихера это не прямая. Я так думаю, надо в конце что-то зарешать. Бля, вот это вот мне вообще не нравится. Вот такие вот кульбиты со стороны игры. Бля, какая-то морзянка там на заднем плане. И игра все-таки мне показывает идеальную траекторию. Вот, но я по ней нихуя не еду. Опять он удерживает. Так, все, прямая. Нитро. Последний круг. И... Блять. Только хотел сказать, надо затащить. Затащил. Пиздец. Вау! Давай еще раз. Если напишу, то только в бумажном варианте. Никаких литресов. Решетка нахуй, подчеркивание литрес. Пролог есть, завтра пришлю. Спасибо, ты очень хороший и добрый пошел. Хотя нет, ты ебаный алкаш. Это шутка, не обижайся. Ок. Макс, мы думали, ты анальное рабство попал. Решетка Макс, подчеркивание, не подчеркивание, раб. Да. Ну, то, что я алкаш, это факт. Как бы. В любом случае, спасибо, да, спасибо большое за поддержку. И пробуем, пиши, да. И бумажный вариант это даже лучше. И как бы я вообще тоже сам предпочитаю вот книги исключительно в бумажном варианте. Вот. Ну, это просто здорово, это, ну, как-то эстетичнее, я не знаю. Вот. Лучше в танки поиграть. Ну, кстати, танки будут потом. Так, надо заново начинать.
Говорит, не последний, а первый снизу. Отремонтировать. Вот! Вот чего не хватало, да? Понимаете? То есть в самой игре он мне уже предлагает, типа, отремонтировать автомобиль перед началом гонки. Что мешало такую же систему запихнуть в меню уикенда? Как бы. Так, за бабки я хочу починить. Систематика. Жаль, что нельзя поехать первым. Ну да. Было бы проще. Андекавер дальше. А, понял. Понял. Андекавер, блин, это клево. Свободу Максу. Хэштег. Так, сейчас, секунду. Я тут опять между чатиками переключился и не успел обратно. Будет сейчас прочитаю, сейчас проеду. Повороты. Там слишком страшное слово для меня, практически невыговариваемое. Конжу... Блять, кунжут. Конжурнин. Хаус. Конжурнин Хаус, да? Так он читается. Если нет, напишите по-русски. Как оно читается. Ну, я не знаю, что это такое даже. Если это хоррор и приличный хоррор, то можно попробовать. Почему бы нет? Блин, я опять по блядской траектории еду. И плюс 3 секунды. Мне кажется, я на этом обоссанном Ниссане нет, самое, не смогу. Легкие повреждения. А что, до этого я без повреждений, что ли, ехал? Как так-то? Этого не может быть. Блять, он мне, походу, помог. Немножко это самое. Не вылететь с трассы. Так, вот это вот ужасный поворот. Я вот уже который раз на нем наебываюсь, но еще с учетом вот этого сраного управления, ну это просто пиздец. Так, давайте по идеальной траектории, типа идеальной. Ну какого хрена? Вот почему, когда врезаешься, он начинает тормозить? Так, тут прямая, да? Нихера, мой рекорд. А, слушайте, а тут воздушный мешок-то тоже, да, этот работает? Бля, нихуя, я почти затащил. Главное не въебаться, не развернуться. Блять, ну... Поворачиваемость, конечно... Такая себе. Ужасная, отвратительная. Вот опять этот поворот. Нужно сразу двумя тормозами. Блять, все-таки уебался. А как они проходят, эти боты? Как они проходят этот поворот? Прям вообще идеально, фактически. По этой траектории. Но факт, блять, в другом, то что даже ехать по этой траектории тормозить-то приходится и обычным тормозом, и ручным. Только, блядь, все равно он нихуя не поворачивает. Как бы победа. Ура, ура. Так, сейчас я чатик промотаю вверх. Хорроры всякие, непосредственно безоружные. А, это типа Alan Isolation, что-нибудь в этом духе. Тоже без оружия. Ну, по-моему, в Isolation там огнемет можно было спиздить.
Conjuring House. А, во как. Это хоррор. Очень хороший по сравнению с последним хоррором. Надо было... Надо было, говорю, надо будет посмотреть. Надо будет посмотреть, что это за игра. И может быть, да, действительно имеет смысл постримить. Жаль, машину нельзя поменять. Было бы хорошо ездить на другой тачке, на этом корыте. Ну да, ну можно было бы... Можно даже, наверное, нужно будет поменять машину, продать ее и купить какую-нибудь другую для гриппов. У тебя слабовато 140 плюс 90, у всех за 200. Ну да, значит будем менять. Значит будем менять машину. Так. Сыр, косички, вкус бани. Что у тебя там происходит, Максим? Печально рулишь. Я знаю. Блять, опять. А, о, еще один двигатель. Только для этого. Так все же, да? Можно заканчивать, наверное, уикенд. Потому что везде же на первом месте, да? В смысле покинуть? Ремонт автомобилей. Ну, не знаю. Я надеюсь, у меня не пропадет ничего. Посмотрел, похоже на Outlast, Resident Evil 7 по скринам. Смешная средняя игра. Ха. Ее или прокачать, или другую брать. Ну, знаешь, мне кажется, лучше какую-нибудь другую. Да? Так, а тут мы все прошли или нет? Подожди, вот это сверху. Уиллоу Спрингс пройден или нихуя не пройден? Чикагский аэродром. Давайте посмотрим. Так, нам нужно прокачать. А где магазин? Карта, общие сведения. Король финалов. Я не знаю, что это. Автомобили вот есть. Гараж, автосалон. Жетоны. А, их купить можно. Ничего себе. Полного ремонта. Жетон автомобиля какого-то. Личные рекорды. Ввод кода. Сохранение. Победа. 23 минут карьера, заебись. Так, давайте посмотрим, наверное, в автосалоне, что мы можем себе позволить, если что-то еще открыто. Акура! Ай, блядь. Кто знает, тот поймет, в чем дело. Почему у меня такие эмоции Акура вызывает. Выйди в уикенд, на магазин иди. Зеленые пройдены. А, я понял. Берем Акура. Ну, Акура пока закрыта, и очень жаль. А вот есть Acura RSX. Но она какая-то такая себе. Класс 2, класс 1. Там 201 км. Audi. То у меня все закрыто. Вот кроме Chevrolet SS, она для чего вообще? Так, Cobalt SS у меня есть. Так, мне для гриппа вообще нужна. А, полный задний, передний. А, ну, насрать. Фольц. Нас уже 1021 подписчиков. На новогодний стрим 100 рублей закинули, опять напугаю Пашу. Не веря игре, ты не можешь так долго ехать и не получить повреждений. И я рад, кебаб-обезьяну эту тупую горную могут выкинуть на хуйню из овч. Мне этот факт греет душу. Будешь строить Хитман абсолютный. Ну, с этим Хабибуном все правильно, нахуй его из спорта вообще. Hitman Absolution, да, у меня были такие мысли, были. Я думаю, буду
Bloodmoney прошли, условно. Вот, и Absolution, я думаю, тоже. Машину в профиль машины, так, у тебя двигатель... Ага. Что может быть сочнее, аккурат? Дрифт задний привод. Тут еще дрифт есть, я просто не знал. Как насчет импрезы Subaru? Все мы знаем Subaru Impreza. Охуенная машина же, да? А сколько она стоит? Смотрите, и всего 29 тысяч. Не для дрифта. А у нас есть как бы можно, да, взять? Мне вот импреза вот прям вообще очень на данный момент импонирует. Вот. Сейчас посмотрим, что еще тут есть. Nissan Silvia, ну такое себе, конечно, удовольствие. Вот, или Eclipse. Ну, в этой части он что-то такое. Вот, Маздочка RX, тоже ничего. Нет, Civic нахуй. Есть еще Civic CI. Ну чё, как насчет импрезы, господа? Может быть, что-то в Акуре в тебе. Почему выбрал Pro Street? Ведь это самое отстойное. Ну, я иду начиная с андеграунда, по одному стриму каждый НФС, поэтому какая бы она ни была плохая, приходится терпеть, приходится играть. Так. BRSS для гриппа. Это ж прикольно, Muscle Car и грипп. Да мне кажется, не так. Импрезой до сих пор... А почему? Что? С импрезой тут что-то не так? Почему? Вроде по характеристикам она тут неплохая. Можно ее уже взять и Acura RSX. Нет, но если выбирать между Акурой... Так, или Гольф можно. Но все-таки, блядь, импреза, она охуенней. Можно осмотр сделать. А как это? Мышка это крутится. Смотрите, как она пиздатая же. Ладно, давайте пока в гараж перейдем. Evo 9 открою. А как я его открою? Mazda. Копи на Evic 9, а он не открыт ни хера. Я, кстати, да, что там нужно сделать, чтобы Мицурик открыть? Как вы думаете? Бэхи, Кадиллаки, Шева, Доджи, Форды, Хонды, Инфинити, Лотусы, Мазды, Evolution. А какая вот? Тут их Eclipse вот открыт, 260. Evo 9 или просто Evo? А я не знаю, вот что нужно сделать, чтобы его открыть. Он закрытый. Может быть, дальше по карьере, когда продвигаться вот будем, да? Так, для гриппа давайте его настроим. Как-нибудь по новой. Во. Быстрый тюнинг, уникальные запчасти вот есть, тюнинг есть. Что-то нихуя не открыто, правда. Проверка на стенде. Для доступа к аэродинам тебе детали... Ага, понятно, обновить конфигурацию.
Предыдущее изменение будет перезаписано. Не. Мощность. Что это такое? Этап 83 тысячи. Так, уникальные запчасти. Давайте пойдем с этого, потому что там вроде как пару чего-то мы с вами открывали. Уровень повышать надо, что-то копить. Ну, вот сейчас попробуем. В НФС на гольф был норм для начала пока. Но это в первом андеграунде, там гольфик, лимончик. Офигенный был. Подожди, серийные в наличии. А где у меня, блядь, вот эти вот были самые... Блядь, то ли не двигатель, то ли... Что там было-то? Бля, у меня бабок нету вообще просто. 42 тысячи. Тут управляемость, мне кажется. А, вот что в наличии. Трансмиссия вот в наличии есть. И что-то еще должно быть в наличии. Подожди, а почему почему он не установлен? Вот, установлено. Трансмиссия установлена. Надув. Поставить. Подвеска. Установлена. Тормоза. Шины. Вот еще какие-то в наличии. Закись азота. Кузов какой-то. Так, диски. Все колеса хочу. Не знаю, что-то поставил. О, давайте прям это. Низкопрофильные. Так, это зона 3. Все, низкий профиль налейте. Не, может побольше. Не, это... Так, а чё? Все, что ли? Или... Блядь, ничего не получилось. Надо вот так вот сделать просто, наверное, да? Низкий профиль налейте. Охуенно. Кузов. О, какой-то кузов в наличии. Что, типа пороги? Или чем он отличается? Он просто темнее становится. Шины. Сегодня вычитал в ВК. Граффити Сергея Бодрова с надписью «Сила в правде в Питере». Замазали, когда приезжал Д. Медведев? Так в час сила. Правда глаза режет. Бля, будет и смешно, и не смешно одновременно. Если после этого доната тебе в хату вломится. Или выключат свет, а потом вломится. Угу. Да, я, кстати, это тоже видел. Боковое сцепление. Ну, наверное, как-то так. Кстати, тоже, да, видел новость про то, что с этим закрасили граффити. Ну, кстати, печально. Вот, я не знаю, зачем это было сделано, для чего. Ну, коммунальщики. Такие коммунальщики. Так, спойлер. А он что не делает? А, аэродинамику делает. Давайте какой-нибудь крутой спойлер поставим. Вот такой вот хочу. Вот так вот, да? Будем в угоду скорости, наверное, да? Или нет? Нет, с этим ничего не... 0.94G. Так, воздухозаборник. А он нихуя не делает. Он типа для красоты, да? Насадка. Тюнинговая насадка на выхлопную трубу несовместима с серийным кузовом. Каркас безопасности. А что он делает? Вот какой-то в наличии вот у меня есть.
Гоночные сиденья. А зачем? Что они... Типа для красоты? Вот я просто прибавки к характеристикам не вижу вообще никаких. Абсолютно. Обтекаемость. Хорошая игра, прошел несколько раз с 5 с плюсом. Ну вот, видите, кому нравится игра. Так, кузов гоночное сиденье. Вот, стайлинг еще, аппликации. Вот. Нахуй не нужны. Наклейки. Яйца. Краска. Так, я хочу матовый хамелеон. Вот я, короче, либо хром хочу, либо перламутр. Давайте на вот карамель еще, наверное, прикольный, да? Так, не, лучше перламутровую. Так, где там цветастые это наши, это самое... наши цвета-то, где они, блядь? Я вот даже... Где у нас... Такой вот у нас цвет или вот такой вот, наверное, да? Вот такой вот, наверное, давай. Давай такой. Передний бампер, задний бампер. Накладка на пороге, кузов. А колеса нельзя красить, да, я так понимаю? Ну ладно. А, вот, покраска дисков. Матовый хром. Металлик, матовый, хромированный тогда. А в какой цвет ее можно? Ну, давайте в такой же запиздячим, охуенно. Тонировочка. Глухая тонировка. Перламутровая, темная, светлая. Вот, перламутр. Всё. Такой вот. А подожди, а почему не только это? Передние диски, вот задние диски тоже хочу. Так, ну нужно как-то, наверное, еще улучшать ее, нет? Игра в плане тюнинга инновационная, это плюс, но в плане серии большой минус. Ну, тюнинг, да, тут вот как-то что-то поразнообразнее даже стало вдруг. Так, что мы еще можем сделать? Тюнинг. Тюнингом. А, вот. Давление в передних шинах. Так, двигатель. Раньше, позже. Я вот, честно сказать, я не хочу даже в этом копаться, потому что я, блядь, все сломаю. Проверка на стене. Что это? 1100, так, 76 секунд. А сколько она разгоняет вообще, блядь? 205 тысяч, блядь, крутящий момент. Я вот почему-то не пишет. Ну ладно, бог с ним. 208 километров уже может кататься. Так, быстрый тюнинг. 30 тысяч, блядь. Не, ну это дичь. Нахер, я не готов тратить. Обновить конфигурацию. Так, теперь можно кобальт с кобальтом что-нибудь сделать. Я так думаю. Уникальные запчасти. Так, двигатель. Трансмиссия. Так, вот, надув какой-то в наличии есть. Подвеска. Так, тормоза. Шины. Вот, какие-то в наличии есть. Закись азота. Кузов. Все колеса. Опять низкий профиль, низкий профиль. Диски, кузов. Вот второй у нас в наличии есть.
что-то непонятно. А, решеточка радиаторная, блядь, меняется. И как бы разницы нет никакой, ну и бог с ним. Капот. Спойлер вот я хочу еще поставить какой-нибудь вот такой вот, тоже немножко бабок потратить на него. Воздухозаборник нахуй. Нельзя. Так вот, серийный какой-то каркас безопасности есть только. Гоночные сиденья, но они тоже ничего не дают особо. Ну, как бы вообще. Так, стайлинг, аппликация, нет. Наклейки, покраска дисков, тонировка. Давайте из него, знаете, что сделаем? Какой-нибудь, типа, а-ля пчелайн, блядь. Двигатель поставить. Ну, поставим. Ладно, сейчас с этим закончим. Most Wanted 2, какая по счету серию? А вот я хрен узнает. Это Most Wanted, но она как не вторая, она типа перезапуск Most Wanted, и в 2012 году она вышла. Какая по счету, я вот не могу сказать вот, сразу. Для дрэга лучше Мустанга Шелби не было. Все дрэги на изи. Даже так. Так, кузов. Кузов. Давайте, наверное, сделаем как раз хамелеона. Давайте в его покрасим. В хамелеона и в черный цвет прям. Давайте его в черный. А колеса желтые сделаем. Будет такой. Так, кузов, передний бампер за накладки на пороге. Покраска дисков. А нельзя сразу это? Вот, все колеса. Матовый металл. А, блядь, это хром только. Так, давайте такой а-ля Билайн. Я думаю, пора бы мне уже за рекламу, блядь, платить начать, да? Перламутрово, блядь, охуенно. Заебись же, прям вообще. Тюнинг. Нет, с этим мы не будем ничего делать. Проверка на стенде. Так, обновить конфигурацию, да. Не, ну Кобальт так это, смотрите, он по показателям-то круче, чем этот Nissan. Ну, давайте поставим на него что-нибудь. Чайльстер. Недели 3-4 назад с другом ходили в ТЦ. Потом домой идем. И ведем. Музыкант на гитаре играет Наутилусов и Цоя. Я люблю Наутилусов, поставил, послушал. Хотел деньгу кинуть, но там не было ни кепки, ни шляпы. Пойми, музыкант совершенно бесплатно переучивал нынешних дебилов от фисов и прочей хуиты. Ну, просто, да. Ребята стояли, играли. Не, ну это здорово, на самом деле, почему нет? 2012 год, это 2000... Ну, это, да, это 2007 год, а этот, как его... Most Wanted, типа, я хуй знает, как он, перезапуск, не перезапуск, но тот в 12-м ходил, это точно. Ждем 4-6 частей. Ну, может быть. Так, двиган нам, короче, надо поставить, да? А почему... А, во, это нихуя себе, сколько там этапов. На этапе 2 чуть-чуть, на этапе 3 плюс 29. 45 тысяч, нахуй, у меня столько нету. А чем отличается Pistons? Или Pistons, как Carilla? И CP Pistons. Давайте Педрилу возьмем. Обновить конфигурацию. А с этим, с Кобальтом можно что-то сделать? Уникальный Блять, столько, кстати, времени, да, вообще тратится
У меня 16 тысяч. А вот, смотрите, этап 2 в наличии какой-то есть. Вон, ну чё. А трансмиссия тоже так делается, нет? Потому что там надувы какие-нибудь есть. Я-то дурак, нахуй, вниз-то не пролистывал. Может, что-то есть тут такое, нет? Не, нету. Закись азот какая-нибудь. Надо на том еще посмотреть. Вон тут сколько всего, блядь. Вот еще в наличии какие-то. Ну, какие-то говёные. Так, кузов, может, тоже есть какой-нибудь. Не, капотов нету. Спойлеров нету. Воздухозаборников нету. Насадка, каркас безопасности. А, ну и все. Так, ну давайте посмотрим. Так, обновить конфигурацию. Давайте посмотрим, что я тут-то мог упустить. Блять, это пиздец. Это в натуре. Столько уходит. Вот еще в наличии, смотрите. Времени в никуда просто на эти тюнинги, блядь, на донастроечку вот эту, да, на выбор всего вот этого дерьма, блядь, что лучше поставить, на что лучше деньги потратить. И это с учетом того, то, что, блядь, к простриту я уже не вернусь, блядь, больше потом никогда. Вот. А, ну колеса нафиг. Кузовы нафиг. Капоты, может быть, есть какие-нибудь? Нет. Воздухозаборник, насадки. А, ну и все. Так, обновить конфигурацию. Ну, смотрите, уже чуть пободрее он смотрится. Некоторые части даются за победу в гонках. Тут вообще покупать что-либо нет смысла. Ага, вот оно как. Есть кто... Ну, на Ютубе, Харюк, я не знаю, есть кто. Вот в ВКонтакте точно есть. Так. Что мы делаем с вами дальше-то? Карта. А, вот эту вот, наверное, верхушку надо сделать. Пройти. А у меня по одной машине только. Мне больше как бы нечего предложить им. Гриб, лаз, заезд на время и дрэг. Давайте начнем с дрэга. Кобальт СС. Смотрите, какая затюненная по-уродски машинка у меня. Зеленый лобовуха, блядь. С каким дебилом надо быть? А почему она такая? Бля. Фальстарт. А почему? А почему боковые не зеленые? Начать заново вообще все. Если ссылка на Twitch, я могу... В описании ссылка на Good Game, на Twitch, на этот, как его... На YouTube. Вот, там на все есть, короче, ссылки. Двигло может взорваться. Ну, попытаемся. Попытаемся что-нибудь сделать.
Я наебываюсь постоянно... Вот, смотрите, другая тачка уже. Вот я пытаюсь смотреть на индикатор, который вот справа, да, там находится, и либо на бабу, либо в этом случае я не нашел бабу глазами и решил просто поехать вперед. А тут светофор. И как бы не особо понятно, что делать. Я его обогнал, нет? 15.98, 16.08. Да блять. Сука, заново опять не придется. Зачем заново, если берется лучше время? Да ладно. Че, серьезно, что ли? Ну, давайте попробуем. Давайте попробуем лучшее время показать. Отличный перегрев. А зачем я это делаю? То, что я делал только что. И никакие мы не сектанты. Спасибо за подписку, спасибо. Что такой медленный? Ну, блин, так случается. Сколько там? 13 секунд? Это лучшее время, нет? В дрэге он просто непобедим. Да ладно. Что, засмущал меня Фоменко прям. А чё у меня с коробкой-то? Я не знаю, что у меня с коробкой. Я просто не успеваю. $13.49. А, блядь, это педрил за 12 секунд проехал. То есть, получается, раунд 1... Ой, извиняюсь, там, наверное, минусуши были, да? Раунд 1 13, у меня 16. Раунд 2 14, 13, 12, 13, 12, 13. Сука, надо за 12 секунд как-то проехать это все дело. Хотите? Конечно, хочу, блядь, начать заново. 10 секунд. Первую ты сразу рубаешь вторую. Да ладно. Да не может быть такого. Что я сразу вторую включаю. Так, что там, Twitch, что ли? Вот так лучше. Не, я Twitch тоже я вижу на данный момент времени. Вот у меня он под чатом Ютуба находится прямо. То есть на этом как он. Отдельно вот справа у меня видео с чатом контакта. И чуть правее еще чат Ютуба и чат Твича. Вот что не вижу, это Good Game. Вот. Ну, там, в принципе, мы его особо-то и не используем. Вот. Он так. Как бы есть, и бог с ним. Ну чё, я до 100% когда-нибудь наберу, нет? Мне кажется, тут на геймпаде проще было на этих... на сосках держать все это дело. Мне кажется, я опять просто проебу. Ну вот как так? Вон 13.63, блядь. Не хватает. Просто либо мне чего-то не хватает, блядь, в голове, нахуй, да? Какой-то реакции, я хуй знает. А либо машине что-то не хватает.
Не получается. «13:36». Это 13:13. Ну, сука, вот вообще почти нахуй в притирку. Отличный прогрев, ну... Блять. Ошибся там опять. 13:14. А там, сука, какая-нибудь скотина проедет за 12 секунд, да? Я так... Блять, вы опять на втором месте. Вот смотрите, 13:13. Прям вообще просто писечка, нахуй. Вот прямо, блять, миллисекундочка, нахуй. Это очень плохо. Поздно стартуешь, ошибаешься переключение. Зацепа коробка не очень. Да, я в это, я в курсе, то, что вот, именно на старте вот ошибаюсь с коробкой. Не успеваю на вторую передачу переключиться просто. Вот, это как бы печалит меня. Для дрэга нужно машину отдельно настроить. Я не знаю, блин, как ее там настраивать, потому что у меня с этим просто беда полнейшая, вот именно с настройкой. Я, блядь, настрою так, нахуй, что, блядь, потом сам не рад буду. Так, еще раз. А зачем вот этот прогрев вообще нужен? Вот я особо не понимаю. Типа, ну окей, ладно, бусты дает. Вот на вторую передачу он, блядь, слишком быстро идет. «12:88». Кто, блядь, быстрее? Никто, нахуй. Получилось! Главное, чтобы меня не выебали. Мою прекрасную задницу. Это Райан Купер, блядь. Фоменко прям вообще. Походу мой фанат. Блин, хороший прогрев. Идеалити. Плохо. 12:91. Че, еще быстрее, что ли, приехал? Nissan с новыми настройками. Да ладно уже. Уже как-то что-то получается, да? Это яблочный сок. Это допинг. Все. Главное, чтобы не проверили. Так. Что у нас там? 12:88, 12:91. А смотрите, они как сливают. 13:26, там 17, там вообще дисквалификация нахер. Это просто надо было помолиться как Ося. Вот. Отличный прогрев. Блять, я немножко раньше стартанул, немножко проебал. Но в итоге все-таки догнал это говно. 13:13.
Кобальта зацеп меньше, он тяжелее, а Nissan он легче, зацеп лучше. Ну, я думаю, мы... Все равно победа, как бы. Рекорд 12.88. Так, Дрек лучше тачки переднеприводные. Прогрев шин в начале для лучшего сцепления с трасс. Ну, я, в принципе, я так и понял. То, что для этого оно и сделано так. Так, повреждения. Ну, еще бы в дрэге повреждения были. Ну, хотя я могу продолжить. Блять, слушайте, какая сложная игра-то прям. Так, давайте завис на время. Смогу ли я? Или нет? Вопрос. Так, я опять в самой заднице, да? На лесбийском ниссанчике. Такие у нас сегодня лесбийские игрища. Игра в игре. Так, а как мне... Что ж ты делаешь, придурок? Сам уебался и меня еще уебал. Блять, а как мне... Я и ручником себе помогаю. Я обычным тормозом помогаю. И, блин... Одновременно это делаю. И что-то нифига не получается у меня. Очень говёная управляемость. Вообще не слушается. Ну, я не думаю, то, что она прям вот такая вот тяжелая уже, блин. Райан Купер первый. Блять, ну... Пропустить-то можно меня, нет? А, даже перевернул. Передержал, скажем так. Блин, все, я понял, короче, как поворачивать. Нужно не нажимать, а зажимать ручник. И немножко еще задним тормозом под это самое подрабатывать. Вот, и все будет хорошо. Вот, вроде уже получается что-то. Вот так вот, да? Или нет? Или да? Так, тихо, 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 тихо. Так, это второй из... Нет! Нет, нет, не надо. Так, подожди. Сейчас нитро в горячем, и будет все хорошо у нас, да? А то я уже проебываю. А, не проебываю. Я рекорд круг, кажется, поставил. Вот как, блять, он по идеальной траектории вот едет, и все у него здорово. А вот я еду, и у меня нихуя не здорово. Что-то слишком рано я себя похвалил, да? В смысле победа может достаться кому угодно? Не-не-не-не-не-не-не. А нитро, оно не пополняется. Тут даже пит-стопов нету никаких, да? Меня вот удивляет следующее, то что тут можно выйти в гонку на распидорашенной машине. Как бы. Вот. А если она у тебя вообще не едет?
как быть? Зачем тогда игра это предлагает? Я правильно хоть еду-то? Ну я первый, да? В любом случае. Nissan. Я хотел, чтобы он нормально поворачивал, хотя бы. Какие у тебя конфигурации ПК? Да хуй знаю. Блять, я, короче, где-то в группе оставлял. Не помню, в какой момент времени, но... Не знаю. Можете, наверное, найти на стене где-то. Сейчас очень не хочется сейчас все рассказывать. Так. Райан Купер 1.16. А что, просадок не должно быть никаких абсолютно. Вот, я смотрю, не должно быть и вообще ничего. Все должно быть отлично. Я тестировал все это дело. Блядь, игра 2007 года. Что тут может лагать? Как бы. Тут и на калькуляторе можно в нее играть. Да, чуть не забыл. Обратите внимание, в ближайшие 10 минут, и только в эти 10 минут наша красавица София будет позировать на фоне 4 мега крутых тачек. Эти тачки здесь многим крови попортили еще бы. Ведь они принадлежат нашим королям, а на что способны короли? Но это надо регулировать трансмиссию, там рулевые рейки и так далее. Ну. Так, а что это? Почему заставка-то? А почему тут одинаковые бабы? Нет, ну настройка вот тонко я не хочу заниматься абсолютно. Не хочу. О, победа обычно. Давайте вот эту хуйню. Вы получили 2500 баксов, продолжить уикенд. Грипп. Так. Мы сделали дрэк. Первый заезд на время. Грипп класс. Давайте обычный грипп. Да продолжите. Я ее только поцарапал. Там, в принципе, чинить нечего. Слегка подлагивает. Может, это... Нет, вряд ли. Дропов не должно быть. Не, хотите, я могу проверить сейчас. Есть там дропы или нет. Возможно, не знаю, может быть, это сама игра. В плане того, то, что... Она же старая, блядь. Так, бля, где там дропы-то? Глянуть. Посмотрим. Сейчас посмотрим, сейчас скажу, есть там что или нет. Вроде не было. Нет, дропов нет. Я не знаю, в чем там дело. Может быть, нагрузка тоже практически, блядь, нулевая. Ну, конечно, не нулевая, но очень лайтовая просто нагрузка. Возможно, это сама игра в каких-то моментах подлагивает. Вот. А почему, сказать не могу. Не знаю. Возможно, такая реакция на винду, на семерку у нее. Ну, хуй знает. Может быть, все что угодно, на самом деле. Но факт остается фактом, то есть дроп в OBS нет. Вот. Ну, ВКонтакте, по крайней мере, никто не жаловался. Возможно, кстати, у Твича такое может быть. Потому что одно время Twitch вообще неистово буферил. Неизвестно почему. Вот, просто отказывался нормально показывать. Он то буферил, то отключал, то там все что угодно делал. Вот, потом вроде наладилось. Хуй знает. Почему? Зачем? Это как бы известно только ему. Вот, ну, на данном моменте, на данном этапе все хорошо, и можете быть, в принципе, спокойны, как и в
техническом плане все отлично. И в любом другом. Блять, потерял скорость. Я лидирую хоть или нет? Слушайте, а он еще... Nissan еще не такой плохой. Как могло-то показаться-то нам, да, с этого, в самом начале. Он, смотрите, как всех делает-то. Прям лютует. Ну, тут даже что-то с управляемостью как-то это. Либо я придрочился, либо хуй его знает. Либо, может, трасса такая. Позади идущий плюс 12 секунд. О как, о как, о как, поняли, да? Поняли? Прям вообще идеально. Идеальная трасса для меня. Это не сложно абсолютно. Вот очень много прямых кусков. Вот мне вот только по прямой ездить и все. А, побед тут 2 круга всего. На скорости копейков поворота будет ходить. К 7 на ОБС. Ну, то нормально работает себе OBS Studio. Все с ним хорошо. Сыграл, игра лагает. Иногда на то изображение норм не знаю. Ничего не могу сказать по этому поводу. Работало все хорошо. Почему ты всегда на баклажане катаешься? Ну, не знаю, баклажанчик это ж клево. Баклажанчик. Вот. Баклажанчик наш этот тотемный овощ. Скажем так. Вот. А ежевика это тотемная ягода, блядь. Уровень сложности поставить на максимум и лютый там на легком. Не-не-не. Для драга Pontiac брал я. Во-первых, я не знаю, что такое булкин. Во-вторых, я Pontiac что-то не видел. Вот, возможно, он у меня еще не открыт. Вот, и, наверное, будем заканчивать вообще скоро, потому что время-то 2 часа, уже ночи по Москве. Стрим идет 2,5 часа. Сейчас мы вот этот уикенд как раз пройдем. Остался грипп прошли, заезд прошли. Вот. Ну так, чисто для эстетики там один заезд. И к Про-стриту больше не вернемся никогда. Следующий будет Undercover. Когда хрен его знает. Там, в принципе, там полно других игр, которые тоже надо отстримить. Вот. Уровень сложности менять не буду, потому что смысла уже нет никакого. Кот, кошка и еще кот. Там 3 кота на заднем плане. Точнее, 1 кошка и 2 кота. Я на среднем уровне играю. Я всегда играю на среднем уровне. Вот. Повышать не буду ничего абсолютно.
И ПП понижать тоже не буду. Потому что, блядь, мне на среднем не всегда удается нормально играть. Карл Смузи идет под 3-м номером. Вот, блядь, я въезжаю им в задницу, и они начинают прямо сразу как бы тормозить, грубо говоря, назад сдавать. Ну, там в бордюр уебался. Давай, давай. Не, вроде бы уже придрочился с этим управлением. Но не совсем, он чуть за Z на другую трассу не уехал. Но тут тоже вроде как много таких пространств прямых, скажем так. А тут 3 круга надо ехать. Ну 3 еще ничего, нормально. 3 не 5. Как бы еще нормально. Ну, к слову, и, кстати говоря, хотя бы это не гонка, как в первой мафии. Все мы помним первую мафию, все мы помним гонку в первой мафии. Все мы помним стрим по первой мафии. Сколько я там дрочил эту гонку даже при выключенных повреждениях. А вы представьте, как мы проходили в каком там 2001, по-моему, года, да? Как мы проходили ее без патча, блядь. Когда нельзя было менять сложности, отключать повреждения. Вот. Но я, по-моему, в то время я даже и до гонки не дошел, блядь. Я там первый месяц и с горем пополам. Она, блядь, не знаю, для меня была вообще просто какая-то непроходимая, я не знаю почему. Вот, я очень долго пытался. Ну, хотя и на стриме тоже потом очень долго пытался, блядь, все это дело сделать. Вот, ну, в какой-то момент времени все-таки получилось. Вот. Ну и, собственно, вообще первую мафию получилось пройти. Вот, ну, именно на стриме. Вот, и более того, даже вторую. Вот. Ну, третьей не будет, это совершенно точно. Нахуй третью мафию, это не мафия. Вот. А вот DLC к второй мафии будут пройдены, там, про это Joy Adventure и про лысого гомика. Вот. Я, правда, не знаю, что там за дополнение такое. Я не проходил ни одно, ни другое. Вот это только оригинальную историю проходил, и все. Вот. Ну, будем вместе смотреть. Я помню, тебе скрин с телефона скидывал. Google Play вибратор баклажан. Я даже представил себе государство пошлое, где каждую пятницу все пьют виски. Молются баклажану с ежевикой. А помешанные веруня проходят культ кокоса. Финальный этап которого кастрация или стерилизация. Ну как. А насчет захвата государства вы подумайте, господа, да. Я говорю, можно у Британии отжать там какой-нибудь остров, там все 50 человек живет, блядь. В NFS... Не, вот чё, в NFS Payback я это гонять не собираюсь, это совершенно точно. Вот. Ну, по крайней мере, пока я так думаю, пока я до нее дойду, это пройдет года 1,5 или 2, наверное. 10 тысяч. Все, прервать уикенд. Так, а как? Escape. Когда следующий стрим, я не знаю, я посмотрю. Я подумаю. Завтра не могу сказать, пока точно будет, не будет, но
нарезка, может быть, нарезку выкину. Вот, а может и не выкину, не знаю. Нарезка по Call of Duty вместе с United Offensive, она у меня уже давно лежит. Я ее пока все никак не залью. Вот, ну, а так, блин, сейчас все это спонтанно происходит. То есть раньше было расписание некое, там, через день, через два, там, либо по выходным, там, ну, короче, было четкое расписание. Сейчас этого быть не может, потому что, во-первых, работы много. Во-вторых, я сейчас на больничном, не всегда так могу стримить, периодически меня сваливает просто либо температура, либо кашель. Вот сегодня просто так звезды сложились. Вот, то, что кашель меня особо не ебет. Вот. И вроде и температуры нету. Вот, и решил постримить. Вот, а так, как бы, группа ВКонтакте, канал на Ютубе, подписывайтесь, вступайте. Там всегда, собственно, перед стримом, там, за час, за полтора, а может быть и за сутки даже, в исключительных случаях, объявления всегда есть. Ну, ссылочки все под плеером, неважно, где вы смотрите, они всегда там. Так, что это... Кто-то Так, чего? Какую фотожабу? Не помню. Ладно, ну я после стрима посмотрю фотожабу. Четкий пост, классно снимаешь. Ну, спасибо, стараемся. Сможешь хоть бумер из Most Wanted задел. Где ж его взять? Мы только начали играть. Я не дойду. А стрима уже 2,5 часа. Уже 3 почти часа стрим нет. Ладно, удачи. Да, пока кием на Твиче. Вот, а я возвращаюсь. Так, фотожабы ты не был, бухал, выспался, заказ Shadow Warrior 2. Ебучий мафиозник. Плачу 10 рублей за мем. За мем. Не, 10 рублей за мем, это, конечно, сильно. Это к Максиму, мне кажется. Он там у нас главный по всему, блядь, этому делу. Так, смотрите, что мы можем сделать еще? Вот, или заканчивать будем, как бы. Тут 2 гриппа, 2 драга, получается. Опять 4 круга, 2 драга, а внизу что там? 2 драга, круг. Гриб. 4, 2. Да уж. Ну, зато нет самое. Тоже очень много прямых. Кстати, на хуй похоже. Вот. Как-то так. Ладно, я предлагаю, в принципе, на этом закончить. Все-таки 3 часа практически уже эфира. Там где-то. Не, подожди, или не 3 часа, сколько же я сказал? 2,5. 2,5. Ну, где-то 2,50, наверное, где-то так. А я сейчас на YouTube зайду, и он мне должен сказать, наверное, да? Сколько там по времени, чего. Спокойной ночи, пока. Да, пока, Харек, и спасибо. Сейчас посмотрим, сколько там. Стрим-то идет. Да, 2:26. Ну, короче, 2,5 часа стрим идет. Вот, и это... Я не помню, когда я в последний раз стримил столько. Обычно где-то 1,5 часа, ну там 1:50.
Да, это все, что я прошел за это время. Ну, по-моему, в это, как его, в Most Wanted у меня гораздо лучше получалось. Так, ладно, с карьерой я пока оставлю ее в покое, потому что не хочу больше нее. Устал. Что мы можем сделать? А мы, наверное, ни хера не открыли же. Пока просто полазю где-нибудь в гараже, да? Там посмотреть, что-нибудь типа двигана что-нибудь открылось, нет? Не, нихуя ничего не открылось. Не трансмиссия, я так понимаю. Ну, в смысле это, может быть, что-нибудь дали. По-моему, давали только бабки какие-то и все. Если что-то и открылось, то это что-то находится в автосалоне. Он там Venom на заднице было написано. Акуру вот можно купить. Я не знаю, почему вы очень против этого Скайлайна. По-моему. Или что там, или импреза с Subaru там была. Либо Nissan Skyline. Хуй знает. Ауди все закрыты. Бэхи закрыты, вот. Ой, извиняюсь. Время уже по Москве. 3 час. Вот я и говорю, надо заканчивать. Так, это у нас есть Кобальт СС. Dodge Charger, Ford. Форды закрыты. Вот это вот такой фокус. Все закрыто. То есть Honda Civic CI есть. Он тоже такой себе. Вот Mazda есть, открытая, RX-8. Эво закрыты, все Митсурики. Ну, кроме Эклипса. Nissan Silvia. Вот, Skyline. Охуенный Ниссанчик. Значит, импреза все-таки открыта была, я там попутал. Субарик. Парши все закрыты. Они, кстати, тут должны тащить же, да? Особенно вот этот вот, да? 911 GT2. Она, по-моему, во всех играх просто охуенно. Вот она, импреза, блядь. Ну, пиздатая машина, нахуй, должна же быть. Так, ну, да, все-таки. Сейчас еще посмотрим до конца, блядь, что-то. О, Каролла, блядь, какая-то древняя. 86-го года, блядь. Супра. Гольфик. Ничего не открывается. Вот как было, вот так все и осталось, собственно. Больше ничего. Блядь, слушайте, почему у меня 40 тысяч? Было 45. Я прошел... Подожди, сколько я прошел, блядь? Карта. Так, я прошел раз уикенд, 2 уикенд. Я 2 уикенда сраных прошел. Почему у меня так и осталось 40 тысяч? Блядь, мне кажется, меня где-то наебывают. Это игра, по крайней мере. О, господи.
Так, ну, сохраняться уже, блядь, смысла нет никакого, потому что к этому, к Про-стриту мы не вернемся точно. Следующий НФС будет этот андекавер, наверное. Следующий стропе будет... А, стриме. Ну, окей, спасибо. Так, ладно, господа, давайте тогда на этом и как бы осечемся, на этом и договоримся, порешаем, скажем так. Кто еще не подписался на канал, там, подпишитесь, вступите в группу ВКонтакте, анонсы, актуальные всегда и там, и там. Ну, покуда YouTube с уведомлениями немножечко как бы гонит, я рекомендую все-таки ВКонтакте там нажать на уведомления о трансляциях. Вот, и там, по крайней мере, оно все это оперативно высылает он. Вот, ну а я прощаюсь с вами до следующего стрима. Не знаю, когда он будет, завтра, послезавтра. Вот, либо в выходные, там, в воскресенье, может быть, я не знаю, может быть, в понедельник. Пока точно ничего не могу сказать по этому поводу. Нарезка тоже обязательно появится по Call of Duty, обязательно в течение вот ближайших дней. Вам большое спасибо, то, что поддерживали, в том числе материально, что тоже очень немаловажный фактор, и очень ценю. Всем спасибо. Спасибо, что помогали, комментировали, и, конечно же, то, что смотрели. И увидимся в следующем стриме, ну или в следующих видео, или в комментариях, как угодно. Пока-пока. Ай.